есть места, которые невозможно спутать с другими. Они словно оживают из старинной легенды или картины, на которой художник пытался запечатлеть идеальную гармонию природы и человека. Город, стоящий у подножия величественных Альп, отражающийся в зеркале чистейшего озера. Город, который называют самым красивым в Европе. В этом чудесном городе есть одна жуткая традиция, которая никак не вяжется с красотой этого места. Перед нами Гальштадт, сердце австрийской сказки. История Гальштадта удивительна. Люди поселились здесь еще в бронзовом веке, более 3000 лет назад. И главной причиной стала соль. Ее называют белым золотом, и ради нее сюда приходили целые народы. Археологи нашли в горах вокруг Гальштадта древнейшие шахты, предметы быта, украшения и орудия труда. Ученые даже назвали целую эпоху европейской истории гальштадтской культурой. Это значит, что маленький городок, который сегодня поражает своей красотой, когда-то был важным центром цивилизации, где зарождалась история самой Европы. Только представьте, когда в других уголках Европы еще только появлялись первые города, в Гальштадте уже кипела жизнь. Сердце города – рыночная площадь. Она небольшая, но каждый дом на ней словно рассказывает свою историю. В Средневековье здесь проходили шумные ярмарки, торговцы обменивались солью, тканями, вином и дровами. Сегодня площадь превратилась в уютное пространство с кафе и магазинами, украшенными цветами. Если прислушаться, здесь можно услышать эхо прошлого, звон торговых рядов и голоса жителей, собиравшихся на площади столетия назад. Настоящая гордость Гальштадта – его озеро Хальштадтсee. Оно поражает чистотой и спокойствием. Утром вода окрашивается в розовые и золотые оттенки, днем становится ярко-голубой, а вечером превращается в темное зеркало. В древности озеро было дорогой, по нему перевозили соль в другие города. Сегодня оно стало источником вдохновения для художников, фотографов и туристов. Прогулка на лодке или катере по озеру – одно из главных впечатлений Гальштадта. Когда плывешь по его глади и видишь город, прижавшийся к горам, понимаешь, именно так должна выглядеть сказка. Даже сама дорога в Гальштадт необычна. Поезд идет вдоль озера, открывая фантастические виды, и останавливается на крошечной станции Хальштадт. Но города вы здесь не увидите, он прячется на другом берегу озера. Чтобы попасть в Гальштадт, нужно переправиться по воде на небольшом катере или лодке. И это не просто транспорт. Пока вы плывете, город постепенно возникает перед глазами, как картина, которая оживает с каждым метром. На фоне этой неземной красоты скрывается одна из самых необычных традиций Европы. Местное кладбище очень маленькое, земли в долине мало, поэтому у жителей Гальштадта появилась особая традиция. Через 10-15 лет после захоронения могилу освобождают, останки вынимают, а черепа бережно переносятся в часовню Святого Михаила. Там они остаются навсегда, став частью истории города. Но жители не просто складывали кости, они украшали их. На черепах рисовали кресты, цветы, венки из дубовых и лавровых листьев, часто писали имя и фамилию. Каждая роспись – это знак любви и уважения, память о человеке, который жил здесь. Эта традиция делает часовню не мрачным местом, а своеобразной книгой памяти, где каждая страница – это жизнь человека. Сегодня в часовне хранится более 1000 черепов, более 600 из них расписаны. Старейшие относятся к XVIII веку.
Когда стоишь внутри этой маленькой часовни, испытываешь смешанные чувства. С одной стороны легкую грусть, а с другой удивительное спокойствие. Здесь смерть воспринимается как жизнь, которая продолжается в памяти близких. Прогуливаясь по Гальштадту, легко потерять ощущение времени. Узкие улочки ведут то вверх, то вниз, открывая все новые виды на озеро. Дома украшены геранью и петуниями, а на балконах висят деревянные резные фигурки. Кажется, что город специально создан для того, чтобы влюбить в себя каждого, кто сюда попадает. Именно поэтому в последние годы Гальштадт стал символом идеального города. Окрестности Гальштадта не менее впечатляющие, чем сам город. Высокие альпийские вершины словно встают стеной, обрамляя озеро и защищая его от шумного мира. Эти горы не только создают потрясающий фон, но и веками определяли жизнь местных жителей. Леса давали древесину для строительства, а горные ручьи питали землю и наполняли озеро чистейшей водой. Здесь каждое утро начинается с мычания коров, пасущихся на склонах. Архитектура Гальштадта удивительно гармонична. Дома построены прямо на склоне горы или у самой воды, словно прижавшись друг к другу. Многие из них деревянные, с резными балконами и крутыми крышами, которые защищают от снежных зим. Окна почти всегда украшены яркими цветами. Это не просто традиция, а часть местной души. Кажется, что каждый житель старается сделать свой дом красивым и приветливым. Местный быт тоже особенный. Улицы здесь узкие и извилистые, по ним почти не ездят машины. Жители передвигаются пешком или на велосипедах, а товары и продукты часто доставляют сюда лодками. Жизнь в Гальштадте течет размеренно. Утром рыбаки выходят на озеро, днем туристы гуляют по набережной, а вечером все затихает, и город снова принадлежит своим жителям. Именно это сочетание природы, архитектуры и спокойного ритма делает Гальштадт не просто красивым местом, а настоящей сказкой, где человек и природа живут в идеальной гармонии. Гальштадт – это больше, чем просто туристическая достопримечательность. Это город, где прошлое живет рядом с настоящим, где каждая улица хранит тайну, а озеро отражает вечность. Приезжают сюда за красотой и атмосферой, но уезжая, каждый увозит с собой что-то большее – ощущение прикосновения к истории. Гальштадт – это город, который однажды нужно увидеть своими глазами. И если вы окажетесь здесь, то убедитесь – сказка существует. На моем канале вы можете посмотреть фильмы и о других красивых и интересных городах Европы. А подписавшись, сможете следить за моими дальнейшими путешествиями, которые, я надеюсь, вам понравятся. Спасибо за просмотр.